как он там без меня? Загадайте своего мужчину и поехали. Какой мужчина? О ком вы? Так, кто это у нас? Это мужчина из прошлого. Из прошлого, возможно, у вас от него есть дети. Мужчина такой, со стороны можно посмотреть, что мужчина очень к себе располагает. На вид он может быть таким доброжелательным, да, который дружественный, но на самом деле здесь это король мечей, это мужчина черствый, холодный, помимо этого любит свободу, помимо этого очень жестокий, прагматик такой вот, да, это ваш прошлый партнер. Так, давайте смотреть, как ты там без меня, как он без вас поживает, как ты там без этой женщины поживаешь. Так, разочаровался, разочаровался. Так, у вас этим отношения с этим мужчиной обнулились. Как он без вас? Скажу так, здесь получается, в его окружении есть женщина, да, мог он познакомиться с этой женщиной, может быть, какие-то вот отношения могут только зародиться, либо эти отношения уже обнулились. Здесь такая вот двойственная позиция. Помимо этого, здесь мужчине не нравится позиция именно смотрящего. Почему? Потому что здесь женщина, которая поверила в себя и начала новый путь и сделала выбор в свою пользу, да, не исключая того, может быть, у этой женщины есть ребенок, да. Помимо этого, скажу так, ваш прошлый мужчина может о вас собирать здесь информацию через третьих лиц, но я вам скажу, этим результатом он недоволен. Почему-то он ожидал другого результата. Хорошо. Как ты поживаешь без этой женщины, соответственно, без вас? Что у него там в жизни творится? Что в жизни творится твоей? Так, мужчина проходит уроки, соответственно, бьется по самооценке, держится молодцом, скажу так. Так, на сегодняшний день, это, скорее всего, не знаю, вы, либо другая, что у него происходит в жизни. На сегодняшний день та ситуация, из которой он хотел выйти победителем, почему-то не получилось. На сегодняшний день у мужчины очень много проблем. Это его уроки, его учат жизни. У мужчины много наделал он ошибок. Да, соответственно, он поглядывает назад в прошлое, да, боится уже, страхи есть, соответственно, неуверенность какая-то. На сегодняшний день, вот каким бы его запомнили, таким он и является. Но он сегодня смотрит в сторону какой-то женщины. Женщины, какая-то кубковая женщина есть. Не знаю, вы или нет. Кто эта женщина кубковая? Кто эта женщина? Это женщина на расстоянии. Кто эта женщина? Женщина из прошлого. Это вы, с которой двойственная ситуация на сегодняшний день. Между вами расстояние. Помимо этого, женщина на сегодняшний день холодная, отстраненная. Женщина, которая выбор сделала в свою пользу. Женщина та, которая вычислила этого мужчину, да, его манипуляции. Помимо этого, женщина с этим мужчиной на сегодняшний день не общается. Хорошо. Что у тебя происходит в доме? Что в доме? В доме, я вам скажу, какая-то запутанная ситуация. Помимо этого, в доме, не знаю, какая-то ситуация произошла именно с третьими лицами. Это, ну, дьявол, да, это выходит. Какая-то ситуация, которая мужчину подвела к такой, знаете, как зависимость. Может, он хочет выйти из этой ситуации. Он, кстати, может болеть, да. Помимо этого, может бухать из-за того, что есть какая-то существенная проблема. Эта проблема может быть связана и с законом, и с деньгами. Вот попал, но там третьи лица есть. Не видит выхода. Так, покажи нам, что показывает, что у тебя в доме. Что этот дьявол показывает. Что у тебя там в доме творится, где ты сейчас находишься. Так, скажу так, у него в доме, где он на сегодняшний день находится, не знаю, может быть, человек, могут происходить в прямом смысле, умер какой-то человек, да, ситуация, все, здесь трагедия. Помимо этого, не знаю, может быть, человека могли отправить, сами понимаете, да, ситуация на сегодняшний день какая. Человек попал в такие рамки от того, что эта ситуация его просто убила. На сегодняшний день он не может ни скрыться, ничего, просто человека поймали здесь, даже, говорю так, и... К сожалению, есть и летальный исход, тоже такое есть. Да, почему? Потому что пришел уже высший суд. Это уже, знаете, как проблемы на проблемах. Хорошо. Что у тебя в личной жизни? Что у тебя в личной жизни? А вот в личной жизни тоже у него проблемы. Причем вот знаете как, на сегодняшний день этот пришел человек тот, который вот любит халяву, постоянно, знаете, обманывать, манипулировать, да. На сегодняшний день и в жизни, он попал в какую-то неприятную ситуацию, где идут финансовые потери. Помимо этого,
Он ищет, перебирает, да, но все равно на сегодняшний день, не знаю, почему-то и девки его на третьем плане остались, да, где-то там за кадром. Сегодня прям его эго впало, вот, не знаю, прям вот в такую позицию, что его размазала жизнь. На сегодняшний день, скажу так, и в личной жизни он в какие-то отношения завязался здесь, привязался, там такие сложности. Кстати, он может болеть в прямом смысле, в личной жизни прям вот это просто ужас творится. И в доме, и в жизни. Что-то по всем фронтам у него. Хорошо, а как тебе живется без этой женщины, которая смотрит на тебя? Как тебе без нее? Как тебе без нее? Как тебе без... Ох, сколько у него женщин. Как тебе без нее? Скажу так, да? Ну, как ему без вас? У него есть как минимум здесь 2-3 женщины. Есть в окружении, кстати, может быть еще та женщина, может быть мать, сестра здесь. Кто еще здесь, да? Несмотря на то, что он общается здесь со всеми, да? Причем, посмотрите, выбирает всех статусных и показывает себя, что у него в жизни все хорошо. Он конкретно, вот именно про вас скажу, о вас идет какой-то сбор информации. Помимо этого не видит выхода из ситуации. Помимо этого... Без вас, я вам скажу, человек почему-то на вас здесь злится, ненависть, ревность какая-то, соперничество. Помимо этого сексуально вас хочет еще и, знаете как, вот почему-то, когда вы выбросили его из своей жизни, да, человек вот потерялся. Вот скажу так, несмотря на то, что его женщины какие-то окружают, есть они, да, есть какая-то постоянная, есть та, кем он пользуется, есть, может, мать его, с кем он там проживает, да. Но я еще скажу то, что не исключая того, то, что есть женщина у него, на ком он женился. Между ними есть, может быть, ребенок, который связывает их, либо дело какое-то, деньги какие-то. Но без вас он одиночка. Вот одиночка такой. Если вы обратите внимание на карту императора, да, посмотрите, вроде он сидит на таком троне, да, это человек, у которого нет эмоций, да, это скрытный, холодный, такой вот сдержанный, помимо этого, да, который так вот бьет по столу, будет так, как я сказал. Но, смотрите, это может быть и мать, да, между ними, вот он к ней как ребенок, да, относится, но все равно, посмотрите внимательно на его взгляд, он смотрит в другую сторону, не на эту женщину смотрит, а в другую сторону. На самом-то деле ему без вас одиноко, холодно. Помимо этого, он от вас тоже отстраняется. Да? Почему? Потому что вы не даете шансов. Так, как тебе еще живется без этой женщины, которая смотрит тебя? Как тебе без нее? Скажу так, на вас у него очень сильная обида. Знаете, что я вам скажу? Этот мужчина осознал в отношении вас. К нему пришла осознанность. Почему вы на сегодняшний день к нему так холодны, да? Здесь, может быть, меня смотрит бывшая супруга, может быть, та женщина, с кем у вас были длительные отношения, но были отношения настолько тяжелые, да, он понимает, у него осознание пришло в отношении вас, да, что вы, этот мужчина как-то с вами некрасиво, подло здесь поступил, почему вы на сегодняшний день вообще этого мужчину к себе не подпускаете. Он понимает то, что он причинил много боли, помимо этого бросил вас с какими-то проблемами. Ему без вас на самом-то деле, он осознает, если бы, да, он не поступил бы так вот с вами плохо, да, у вас были бы вполне счастливые отношения. Видите, вот вы здесь с ним, дети бегают, у вас дом, радуга, все счастливы. Но он понимает, что он не дал вам этого счастья. Осознанность пришла. И здесь из-за его поступка произошел здесь разрыв. Женщина здесь намучилась, он прекрасно понимает, что... Когда вы были с ним, да, для вас это, не знаю, здесь как казнь какая-то была, да, может быть и душевная, может быть и в физическом плане, потому что, смотрите, когда эта карта же 4 мечей, смотрите, когда он с вами поступал плохо, предавал вас, да, он отпраздновал свою победу, но на сегодняшний день почему-то победа его это не радует, потому что, я вам объясню почему, потому что он понял для себя, что он потерял такую женщину, что на сегодняшний день вы его видеть, знать не хотите, и я вам скажу однозначно, без вас у него сложности. Он сейчас вот, да, вот просто вот вспоминает, да, те моменты, как же вы с ним настрадались. Тяжело ему без вас, однако, на душе тяжесть прям. И помимо этого, конечно, добавлю, что он понимает, что и вам с ним было нелегко. Так, как тебе еще без этой женщины? Как тебе без этой женщины? Кстати, он таким же и дураком остался. Вы знаете, что не оправдались его иллюзии. Я не знаю, тут мужчинка хотел относиться к этому очень легко, но с вами этого не вышло. Как ему без вас живется? Ну, также, знаете, если он был пьющий, гулящий, все остается так же. Он решил уже для себя начать новую какую-то жизнь, опять с фантазией своей. Но здесь есть одно но. Здесь мужчина у нас эгоистичный, только живет, да, так, как ему хочется. Но почему-то на сегодняшний день от того, что сложилась такая обстановка, да, и в жизни, и в личной
личной, да, жизни, у него по всем фронтам здесь выходит не так, как он получил, соответственно, да, вот как-то не получается потешить свое эго. А он планировал, знаете как, усидеть здесь на 5-6 стульях, да, чтобы все было легко, непринужденно. Вот он и там покувыркался, и там басни рассказал, и здесь. Здесь вот такой вот мужчинка. Он продуманный, фантазер. Но у вашего дурачка почему-то это ничего не вышло, потому что здесь вы его послали, и все, пацана. Как ты еще живешь без этой женщины? Как тебе без нее? Как тебе без нее? Кстати, не исключая того, кто-то из вас развелся. Так, мужчинка понимает, что после того, если вы даже и не были женаты, не знаю, он понимает то, что вы поступили с ним справедливо, но видите как, здесь ваш дурачок, он такой вот умственно отсталый на сегодняшний день. Он вас не может считать. Почему? Потому что вы на сегодняшний день закрытая для него. Вы женщина мудрая, здесь женщина поступила мудро. Женщина здесь, которая разбила сердце ему, без вас, ему правда очень сильно тяжело. Мужчина хотел бы, да, приехать вам, вот все равно вас как-то победить здесь. Вот победить и свою правду внести. Знаете, здесь тот мужчина, который всегда для него, ну, к такому типажу относится, который скидывает с себя ответственность и говорит, во всем виновата женщина. Но есть один нюансик. Мужчинка здесь, скажу так, он вас побаивается, он о вас пытается собрать информацию, но у него не выходит. Помимо этого, скажу так, если для кого-то, если вы с ним развелись, вот только-только, для него это был удар. Говорю так, если развода не было, вообще ваше состояние, вы ушли, да, вот, не знаю, по ту сторону, а у вас нет никакой информации, для него это тоже удар. Вы ему тем самым разбили сердце. Почему-то вы с ним поступили справедливо, но он считает то, что несправедливо. На сегодняшний день, скажу так, он сам стал жертвой собственных, не знаю, там, действий, что он там мудрил, да. Вот как-то сейчас жизнь повернулась. Вот когда у вас было разбитое сердце, да, вы здесь горевали, он кайфовал. А на сегодняшний день, когда у вас это все отболело, уже отпустило, да, а ситуация теперь на его стороне. Почему у него и там, и здесь у него как-то подвешенное состояние. Он теперь понимает то, что в дураках остался он. Теперь он жертва. Так, ну-ка, жертва, что у тебя там с жертвой, что у тебя не получилось? А я вам скажу так, у него не получилось с вами опять взаимодействовать. Вы ему здесь не дали шанс, хотя бы вы его очень сильно привлекаете здесь. Прям, знаете, как, наверное, писюндер его, знаете, при виде вас, вот только вот ваш образ, да, тут сразу стоит и хочет с вами, да, но он понимает, что вы ему этого шанса больше не дадите, вы его считываете, да. Помимо этого, кто-то из вас может знать, что есть другая женщина, вот типа, вот как ты дебил, оставайся с такими, как ты. Ну, от вас шансов нет, понимаете? Помимо этого, скажу так, мужчина ожидал от вас, что вы за ним будете бегать, проявлять инициативу. Но здесь женщина взялась за ум, аллилуйя, и не сделала никаких шагов. Соответственно, на сегодняшний день ваш дебил не появляется. Почему? Потому что он боится, что последует отказ, может быть, здесь выяснение отношений будет. Помимо этого, у вас был здесь серьезный конфликт. Да, женщина здесь не простила, женщина стоит на своем здесь, а этот дебил, видите, как замутил кашу, а теперь как расхлебнуть? Теперь страх, видите, к вам-то приехать хочет, опять вас поставить в такую позицию, да, что он будет вашим победителем, а тут женщина сказала, извини, мой дорогой, праздники твои закончились, иди ты нахрен на все 3-4 стороны, да. Помимо этого, расклад здесь про какого конкретного мужчину, почему-то он держится здесь за женские юбки. И со стороны можно так посмотреть, что у мужчины проблем нет. Здесь мужчина очень хорошо скрывает. Это про такого типажа. Это не против фика или положительного, хорошего, достойного мужчины. Нет. Здесь именно про такого мужчину, который скрывает. Понимаете, хитрого такого мужчину, продуманного мужчину, жесткого мужчину, кстати, который может и выпивать, насилие, да, может быть. Это дьявол, почему еще уже постоянно выходит. Это мужчина, может, которого шантажируют, сам шантажист. Помимо этого, ввязывается в такие непонятные дела, чтобы вы понимали, какой психотип мужчины пришел. Это тот мужчина, который ради своих благ, он пойдет на все. Он предаст детей, жену, мать, кого хотите, ради достижения своих целей. Помимо этого, кто там, например, думает, что мужчина там без вас хорошо поживает, но, естественно, он же не дебил показывать, что ему плохо без вас. Этот мужчина, он шифроваться будет. Понимаете, почему? Потому что на самом-то деле он осознал, что вы для него огромная потеря, тот человек, после которого, видите, как ситуация жизненная, да, почему-то у него сейчас происходят там такие изменения в жизни. Если, например, кто-то из вас знает, да, этого мужчину издалека, например, ну хотя бы там уточнить, он, кстати, мог
не знаю, там ситуация очень сложная, понимаете? Может, его отправили, сами понимаете, куда, да? Изменения, причем страшные, могло произойти прям, знаете, как кто-то в его доме мог потерять жизнь, такое тоже. Вот какая-то ситуация, прям вот вообще, что у него там в доме творится, это просто ужас. Но он это заслужил. Также добавлю для личного расклада, обращайтесь. Буду рада всем помочь. Также напоминаю, что помогаю выйти из созависимых отношений. Если у вас там жизненная ситуация, вы не можете справиться самостоятельно, пожалуйста, обращайтесь, помогу. Всех благодарю за обратную связь. С нетерпением буду читать ваши комментарии и жду вас на личные расклады. Если кто хочет отблагодарить меня, пожалуйста, оставлю свою ссылку на свой донат. И как всегда я вам скажу, дорогие мои друзья, новые подписчики, зрители моего канала, подписывайтесь на мой канал. И как всегда скажу вам до скорой встречи.